Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Юрием Дудкиным. Он на связи. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Взаимно. Ну что, кажется, что вот время сжимается и нужно какое-то решение. Зеленский вовсю как бы торпедирует любые вот эти подвижки и ускорители российско-американских отношений, едет на Мюнхенскую конференцию, в общем, говорит, я моложе, чем Путин, я молодец, у Путина мало времени, не у Зеленского, а у Путина. Вообще вот эта сходка в Мюнхене очень такая привлекательная, увлекательная, знаете, ну, во-первых, выступил, например, Стармер, говорит, Россия, вот если сейчас закончить войну, начнет перевооружаться активно, угрозу создает. Выступил Ван И, говорит, слушайте, Европа набралась смелости и теперь к России льнет для того, чтобы поговорить. А вот у самой Европы там как бы горшки бьются между французами, немцами, ну, понятно, там британцы в своем духе, я уже со Стармера это начал. Вообще вот как бы достаточно мутная вода в этом Мюнхене. Как вам видится, действительно ли вот сейчас это мероприятие оно вот окрыляет Зеленского, что он выдает такие достаточно резкие в контексте переговорном, да, и в контексте, ну, какого-то умиротворения, да, вот резкие заявления. И чего ждать по итогам Мюнхенской конференции? Ну, ожидать итогов Мюнхенской конференции для людей прогрессивных на Украине, таковые еще, кстати, есть, и есть они в эмигрантских кругах украинских, ничего хорошего не приходится. Урсула фон дер Ляйен, которая выступила сразу после министра иностранных дел Китая Ван И, абсолютно вразрез с его речью. А, кстати, Ван И говорил на китайском языке. Это такой, знаете, был щелчок по носу Евросоюза, что Китай суверенное государство. И свой язык национальный, государственный язык, они используют по всему миру. Так вот, вразрез с речью Ван И, который вначале, кстати, вы правильно сказали, на то, что Европа там зашевелилась, хочет контактов с Россией. Но вначале он сказал, что для того, чтобы вести эффективные переговоры по Украине, нужно говорить о первопричинах конфликта. Ну, то же самое, что, в принципе, хочет и Российская Федерация. Устранение первопричин. А первопричинами являются как раз те речи и действия Евросоюза и НАТО, которые озвучивает Урсула фон дер Ляйен. Вовлечение Украины в НАТО. Вот это и есть первопричина. И вторая первопричина, я считаю, немаловажная, это воспитание Украины в русофобском духе, в нацистском духе. Вот это первопричина. Я даже, скажем, на второй план отодвигаю бредовые идеи вовлечения Украины в НАТО, а вот на первое место я все-таки ставлю нацизм в Украине, который не просто расцвел буйным цветом, но и дал конкретные плоды. Вот. Поэтому людям, которые сегодня озабочены ситуацией на Украине, реально озабочены, не на словах, от этой конференции ничего хорошего ждать не приходится. И я, так сказать, отправляю всех слушателей и следящих за этими политическими событиями в Мюнхене людей в 2007 год. Знаменитая путинская речь в Мюнхене. Но вот задаю такой, может быть, риторический вопрос, а может быть и к вам вопрос, Александр. Может быть, у вас созреет какой-то свой, следующий ко мне контрвопрос. Что Путин в то время неправильно сказал? Ну, все, что он сказал, все, собственно, и сбылось. А это действительно так.
потому как ситуация с 2007 года, она никак не привела к реальной оценке положения дел в Европе, а привела, наоборот, к ухудшению Ну, у меня есть ситуации в не Европе. контрвопрос, а возражение определенное. Но не в плане там Ну, пожалуйста, да, поперек, а пожалуйста, в плане, ну, пожалуйста. замечания. Да, да, да. А, Политика вот за последние 20 лет, ну, вот берем примерно 20 лет, превратилась в бог знает что. И это очень плохо. Это катастрофа, что Путин в седьмом оказался прав. Потому что это означает, что за эти 20 лет был путь не развития, а деградации. То есть, если бы там что-то бы поменялось, да, и там мы сейчас бы смеялись бы над речью седьмого года Путина, это означало бы ровно то, что мир бы шагнул вперед, и это все как бы как грязь от лаптя, понимаете, вот эти рассуждения про гегемона, про колониализм, ну, были бы, это означает, что политика бы двигалась вперед. Но политику двигают вперед люди. Я не просто так начал, там, Стармер то сказал, Ван И то сказал. Ну, понимаете, в чем дело? Уолтс, представитель США сегодняшнего дня, он же какой... Я, если честно, ну, у нас, мы там поговорим дальше, что там сегодня триггерит очень сильно, но с точки зрения вот этой Мюнхена и геополитики меня стриггерило. То есть есть такой нарратив, вы в курсе, вы знаете его, что стоит Китаю там щелкнуть пальцами, и сразу Россия остановит войну и пойдет на все условия, и, в общем, все будет хорошо. И вообще Китай там заинтересован в том, что... Так Волц это повторяет сегодня. То есть вот эту мысль, этот нарратив, то есть Китай прикажет России или там повлияет на Россию, не будем слово прикажет употреблять, и все закончится. То есть мы же видим, что Сибига встречается с тем же Ваны, а Китай говорит, а мы вам поможем там гуманитарно, там чего-то. Как бы люди смотрят, подождите, так вы же вроде как союзник России. Так Зеленский несколько раз вас обливал, ну, помоями, говорил, китайцы, ах вы такие сякие, прям несколько раз. Программное делал, фокусирующие такие, вбивал гвозди. А тут мы, смотрите, как потепление Украины и Китая, и все так немножко не поняли, а с чего вдруг. Получается, что этот нарратив возродили, что сейчас вот Китай, от Китая зависит, закончится ли война в Украине. Представляете, как интересно? Нет, от Китая не зависит, закончится ли война на Украине. Это я могу вас в этом заверить. Почему? Потому что Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин – это абсолютно суверенные представители суверенных держав, и они каждый раз это подчеркивают. Плюс ко всему, они подчеркивают то, что, как это, кстати, сказал и Владимир Путин в 2007 году, значит, развивая цели этой Мюнхенской конференции по безопасности, а цитата его была всемирно известная уже теперь, ее многие цитируют, и я ее сейчас воспроизведу. А сказал он следующее, что безопасность любого государства не должна ущемлять безопасность других государств, явно намекая на Соединенные Штаты Америки. Ну и теперь уже, конечно, Евросоюз. Поэтому, когда мы говорим о безопасности в Европе, то Китай не стремится к тому, чтобы влиять на эту безопасность путем, как вы говорите, давления там или еще чего-то на Российскую Федерацию. Китай говорит о том, что нужно устранять все причины, которые могут сокрушить эту безопасность. Вот в чем дело. А с 2007 года, как вы правильно заметили, произошли колоссальные изменения в сторону ухудшения этой безопасности. То есть вот этот там рывок в сторону Востока с расширением НАТО, он и привел к тому, что
Российская Федерация в дальнейшем уже не могла смириться с тем, что на территории государств, вовлекаемых в Североатлантический альянс, размещаются ударные ракетные средства, причем большой дальности, средней дальности и большой дальности. Ну, вот это абсолютно не устраивает Россию, и она действительно волнуется и отстаивает свою безопасность. Но безопасность она отстаивает не за счет других государств. Она говорит, вы просто к нам не приближайтесь. Вот это абсолютно нормальные вещи. Разве чего-то нового с 2007 года требовала Российская Федерация? Нет, конечно. А вот на Украине с того времени ну просто шла оголтелая пропаганда вот этих всех так называемых западных ценностей, европейских ценностей, под которыми, между прочим, косвенно, вольно, невольно упоминалось и вступление, непременное вступление Украины в военно-политический альянс НАТО. И, кстати, это стремление даже каким-то дурацким абсолютно образом еще внесли в Конституцию Украины. То есть, как бы это уже звучит как обязаловка. Неважно, хочет украинский народ этого, не хочет. Но то, что там могут быть подтасованы на Украине и сегодня, и тогда все соцопросы, это нам уже известно. Это не ходи к гадалке. Но даже это игнорировалось. Записав в Конституцию этот пункт, там даже ни слова не говорится о референдуме по этому вопросу. Вот что возмущает больше всего и нас, как украинцев, граждан Украины, ну и Российскую Федерацию, потому что иметь под боком, как это, например, в некоторых странах Европы, ядерные боезаряды малой дальности, артиллерийские даже боезаряды, для Российской Федерации это неприемлемо. Я понимаю и саму подоплеку этого вопроса, и прямые возражения по этому вопросу. Тем более, что, ну, хотим мы этого, не хотим, уже действительно боевые действия вошли в такую, знаете, уже конкретно решающую фазу сегодня на территории Украины, но тем не менее, кто бы что ни говорил, украинцы, я беру это слово как граждане Украины, а не этнические какие-то сообщества. Украинцы россиянам не враги, никогда ими не были. А то, что нас сделали врагами, это как раз и есть нарушение этой структуры безопасности в целом в Европе. Это, кстати, очень важные моменты, которые надо иногда напоминать. Украинцы белорусам не враги, украинцы венграм тоже не враги, понимаете? Я беру рядовых граждан, не политиков. Так вот, в этом же это очень важная история. И тут надо как бы понимать, да, как работает медиа на полную катушку, и как это все как бы продуцирует вот эту ненависть, разжигает ее. Знаете, уже немножко тошно от шлема и Олимпиады. Тошно. Но это за последние вот несколько дней, да, несколько суток. Все уже. Апелляцию отклонили, Ермака подсветили, со шлемом типа наградили, Зеленский поехал с ним, встретился. То есть, но это ведь признак того, как это делается. Вот через такие акты самосожжения, а это со спортивной точки зрения, это самосожжение достаточно посредственного, ну, какого-то спортсмена, да, это вот пример, и мы по-разному за эти дни смотрели на эту ситуацию. Там, да, как собирали деньги, как и так далее. Но это же, вот в этом Гераскевиче, да, там, это же Украина, это украинский человек, это украинец. Он должен
сжечь свое будущее, все то, над чем он работал годами, отец водил на тренировки, воспитать олимпийского спортсмена, это надо жизнь положить с самых юных лет. Надо прям идти и тренироваться. Это титанический труд. Вот вспоминаем, да, сейчас она как бы... Помните, Яна Клочкова была такая, да, пловчиха известная. Она там пробовала в политике и так далее. Так она каждое утро в 5 утра, это просто неимоверно. А есть еще там Зубрилова, которая биатлонистка, это ближе к зимним видам спорта, да, которая уехала и в Беларуси осталась, потому что не увидела перспектив еще до тех событий. Но нам показывают, как человек, вложивший жизнь, строивший свою жизнь, строивший карьеру, отдавший кучу усилий, сжигается ради сиюминутной выгоды, ради вот пиар-составляющей, понимаете? И вот это страшно. Вы говорите, что бои в Украине в решающей фазе, имеется в виду военная компонента. Юрий Анатольевич, разложите, пожалуйста, эту мысль. Ведь кажется, что Зеленский, который подводит к тому, что надо еще повоевать, еще там продержаться, нам показывают выборы в Конгрессе как какая-то точка, да, нам показывают дедлайны, вбросы, что 15 мая дедлайн, еще какого-то мая дедлайн. Так а как это на земле выглядит с точки зрения пота, крови, усилий, слез и страданий, непосредственно связанных с войной, самым страшным, что вообще выпадает на жизнь человеческую? Смотрите, вы немножко смешали фронт и спорт. Давайте я начну со спорта. Вот все, что произошло с этим Гераскевичем, да, молодым парнем, абсолютно далеким от политики, вот уверяю вас, я его послушал, да, немножко, там нулевые знания вообще и в геополитике. Человек, понятно, молодой. Это не его беда. Он занимался спортом, пускай бы себе занимался. Я всегда говорю, каждый должен заниматься своим делом. Причем музыканты, которые также занимаются с детства титаническим трудом, оттачивая свое мастерство, совершенство свое, должны заниматься музыкой. Певцы то же самое. Не хрен лезть туда в политику. Никому. Политикой занимаются политики. Вот смешивать спорт с политикой, об этом уже я не знаю. Наверное, говорили... Я не первый об этом говорю. Много людей об этом говорили, известных, с известными именами. Но сегодня то, что провела Украина, а это было запланировано, я уверяю вас, это было запланировано Министерством спорта Украины. Это абсолютно организацией, это как пятая нога для зайца, понимаете? Абсолютно ненужная структура. Они, кроме производства медалек, больше ни черта не производят. И, обеспечивают загранкомандировки какой-то своей элите, женам, племянникам, детям, для того, чтобы съездили на Олимпиаду. Целый самолет загружают этими родственниками. Я знаю это не понаслышке. Так вот, это было спланировано вот этой самой структурой, Министерством спорта. И работа проведена, я вам скажу, просто топорная. Но она настолько топорная была, что, скажем, это было заранее понятно, что Олимпийский комитет этих всех молодых людей, которые выступают от Украины, она их вышвырнет просто. Потому что неоднократно было объявлено, что на сегодняшний день в мире происходит около 15 откровенных конфликтов, в том числе вооруженных конфликтов. И каждая страна, которая участвует в этих конфликтах, может пытаться через спортсменов выносить какие-либо политические лозунги, другие лозунги. Это совершенно Олимпийский комитет не допускает. И это было заранее понятно. Но этих молодых людей, что называется, бросили под танк. Причем настолько, еще раз говорю,
Можно было сделать, я вот, кстати, подсказываю этим идиотам из Министерства спорта, можно было сделать это гораздо тоньше. Готовить хорошо спортсменов, отдавать им все. И чтобы они тоже выкладывались на полные 100% своих сил. И в награждении, когда уже на пьедестале, им бы вручали золотые медали украинским спортсменам. Ведь этот же парнишка, он же ни разу нигде не побеждал. У него нет никаких наград абсолютно. Гераскевич этот. Так вот, если бы он завоевал золото или хотя бы бронзу, я уже не говорю о серебре, то это можно было сделать, демонстрацию это можно сделать на пьедестале. Вот мы победили, и вот мы демонстрируем то, что мы хотим продемонстрировать. Все эти шлемы и так далее и тому подобное. Ну, понятное дело, был бы скандал, но это имело бы эффект. У нас есть награды олимпийские, мы победители. А так что? Пустышки, абсолютные пустышки. Ну, получили, дали ему там эти 2 миллиона гривен, по-моему, да? Вот. И путевку, как говорил один киногерой, в Сибирь, понимаете? Вот. Теперь, что касается, да, кстати, по нашим бывшим спортсменам. Их десятки, которые не остались в Украине. Причем это имена очень известные. Вы назвали уже одно имя, а я назову другое имя. Это имя связано с 90-ми годами. Оксана Баюл, знаменитая украинская фигуристка, олимпийская чемпионка, которая ныне, кстати, живет в Соединенных Штатах. А почему она уехала? Никто не задает вопрос. Она уехала туда не за гамбургерами, а потому что не было перспектив развиваться на Украине. Спорту отводилось второстепенное значение. Только лишь начинали готовить спортсменов перед какими-то важными мировыми там, или европейскими состязаниями. А в целом спортивная работа, профессиональная работа на Украине была загублена. Знаменитый ледовый детский дворец, если вы помните и знаете, Александр, я думаю, что вы знаете, Киев хорошо, возле республиканского стадиона, Льдинка он назывался, его снесли просто, потому что там кому-то понравилась эта земелька, понимаете, дорогая и понятно, для кого она нужна была. Вот и все, и в столице не было ни одного ледового, значит, манежа, где бы занимались профессионально дети фигурным катанием. И об этом, кстати, об этом Гераскевиче Баюл, у нее взяли интервью, причем взяли не россияне, не украинцы, а иностранцы. И она сказала, кстати, о том, о чем я сказал выше. Надо спортсменам думать о победах на Олимпиаде, а не о политическом пиаре. Вот когда ты победишь, вот тогда можно пиариться. И то это считается, скажем, дурным тоном, это дурно пахнет. Спортсмен всегда должен занимать первые места, быть чемпионом, а не, значит, участвовать в политических шабашах. Ну и теперь давайте по фронту. Да. Я правильно понял? Вы хотите... Потому что, смотрите, Да. на самом деле это все очень и очень указывает на... Ну, это одного порядка вещи, Юрий Анатольевич. Это мы, как страна, вот давайте объективно. Я объективно оцениваю, что да, в ВСУ достаточно серьезный, по-новому воюющий механизм. За эти 4 года действительно как бы это новые модели боя, это беспилотники, которые в этой войне стали, это, конечно, тактика, видение. Понятно, что Запад помог, понятно, но это все-таки же это ВСУ. Но сейчас, кажется, такой период, когда вот то, что как бы выработано, сжигается все. То есть некомплект состава, подходы к мобилизации, вооружение. То есть мы вот сейчас откровенно же признаются вот эти, например, советники к Федорову привели этого Флэша, да, который там советник пора. Он говорит, это вот тут мы отстаем, это моя ошибка, а это вот вообще непонятно. А здесь все ушло дальше и сжигает то, что приобрели в военном смысле, ну там, силы вооруженных сил Украины.
понимаете, Саша, что наверстать упущенное для Украины, а упущено практически все. Ученые разбежались, инженеры разбежались, а те, кто не разбежались, те сидят в своих квартирах и боятся нос на улицу высунуть. Потому что невзирая на их таланты и на их возможности, где Украина могла бы что-то почерпнуть и использовать этих людей в хорошем смысле этого слова, их просто изобьют и засунут на передовую в качестве рядовых стрелков. Вот это главная цель Украины на сегодняшний день. А пополнить вот то, что, о чем вы говорите, да, я имею в виду прежде всего научно-технические разработки в сфере вооружений и так далее, это ведь за год, за два не делается. Ну, давайте будем откровенны. К этому идут десятилетиями. Десятилетиями. И на это работают институты. Не один, не два, а большие институты. Как это в США, в Российской Федерации, в Китае, ну и так далее. Государства, которые развиваются в этом смысле. Кстати, Соединенные Штаты тоже упустили очень много с того времени, когда они решили, что все, больше напрягаться не стоит, потому как Россия уже разваливается, и ее экономика рвется в клочья. Вот с того времени Соединенные Штаты очень многое упустили и сейчас сожалеют об этом. Так вот, что касается Украины на сегодняшний день. Да, я считаю, что сегодня как раз вы правильно заметили, и украинский боевой опыт, и российский, они схлестнулись на поле брани, и каждая сторона в свое время рассчитывала на свои силы. Но Россия, понятно, что рассчитывала, потому что у нее есть огромный людской потенциал, мобилизационный, правильно называть. У нее есть колоссальные ресурсы, собственные, подчеркиваю, и она их разрабатывает. У нее есть колоссальные золотовалютные резервы, накопившиеся за последние 25 лет. По некоторым оценкам до 2 триллионов долларов. Но это, опять же, данные неточные, я за них не ручаюсь. И плюс ко всему, эти данные никто не может точно знать, потому что они, естественно, это закрытая информация. Что думала Украина? Я вот задаю вопрос, как гражданин Украины. И я задавал его, когда мы были с вами вместе еще на украинских эфирах, в украинских студиях. Ну что думала Украина, когда раскручивала вот этот маховик войны против России? Ведь это Украина раскручивала. Это не Россия против Украины раскручивала. Ведь я могу массу привести фактов, когда воинствующие молодчики в разных городах Украины извергали такие лозунги антироссийские, российские просто лозунги. Причем и именно молодчики, именно за молодежь взялось политическое руководство и после 2004 года, и после 2014 года в особенности. Для того, чтобы по указке Запада, потому что мы там ждали, что нас вот-вот скоро примут в Евросоюз и в НАТО, а на этом фоне нужно поднять так называемый украинский патриотизм. И в первую очередь этот патриотизм был основан на русофобии, махровой русофобии. Так вот, на что рассчитывали? Вот я не понимаю. Ведь прекрасно знали тот же Порошенко, который тоже, дай бог памяти, 20 лет был во власти и параллельно занимался своим бизнесом, что, кстати, категорически запрещается для госчиновника. Так вот, такой выдающийся политический деятель, как Порошенко, да, ну, я не беру там Турчинова, это темная личность, но Порошенко-то должен знать, был, и всячески, кстати, заигрывал по этому поводу с Путиным, чтобы тот якобы ничего не заметил, что Украина намеревается продолжать войну на Донбассе, по сути, гражданскую войну,
что Минские соглашения Порошенко выполнять не будет. Он это давал четко понимать. А Яценюк, бывший премьер-министр в то время, тот откровенно говорил и смеялся на камеру, что ну какие Минские соглашения, о чем вы говорите? А ведь это было краеугольным камнем сохранения Украины в тех границах, которые были у нее по Конституции. Ну, не считая Крыма, конечно. Крым был потерян раз и навсегда. Так вот, о чем думали? А когда уже после того, как началась специальная военная операция на Украине, Меркель и Олланд заявили, что это было так задумано было, вовлечь Россию в войну с Украиной, на Украине и против Запада, и против Украины, то Украина же, наверное, должна была подумать, а чем мы будем воевать? Ну, понятно, что они рассчитывали на то, что, как говорил Порошенко в свое время на канале ICTV украинском, нам все дадут. А дали ли все? Одно дело, что деньги раздавали направо и налево, это факт. И куда они делись, мы только можем догадываться. И об этом есть очень много шума, очень много воплей, но нет конкретных расследований. Ермак, о котором вы упомянули, ну это вообще легендарная личность, я вам скажу. Оккультный такой политичек, да, который сегодня даже на Гераскевиче решил выехать из, скажем, неких недр забвения и показать, что я никуда не исчезал. Ребята, я здесь. Но я думаю, что Гераскевич, как ну, он себя представляет как адвокатом, то он хотел быть украинским воином и идти на передовую, а сегодня сказал, не, ну нафига мне это надо. Я буду в Киеве, в столице, в теплом месте, буду изображать из себя адвоката. Так вот, Гераскевич, я думаю, это первый и последний его клиент. Потому как ни один украинец к Ермаку не обратится лишь только по одной причине. Это слишком дорогой адвокат. А Гераскевич Ермаку нужен для того, чтобы действительно, как вы правильно заметили, пропиариться хорошо, понимаете? Чтобы на Западе тоже поняли, что Ермак – это же не просто там глава канцелярии какой-то, а выдающийся адвокат. Я думаю, что они сейчас замутят какие-то вещи там в европейских судах, там против Олимпийского комитета, потребуют каких-то контрибуций за эти акции Олимпийского комитета против этого парнишки, ну и так далее. Главное звенеть. Звенеть, а попросту говоря, простите меня на этом слове, вонять. Вот этой вонью они сейчас будут распространять эту вонь на всю европейскую общественность и заявлять о себе. А я, наконец, все-таки хочу приблизиться к тому, что люблю говорить о фронте с картой у стены, потому как это выглядело бы более профессионально. Называть какие-то населенные пункты, они и мелкие, есть и крупные, но не все же украинцы, значит, у нас, это ни в коем случае не унижаю никого, но там какие-то населенные пункты, там Васильковка, никто не знает, где она находится, к примеру, да, в какой области, в Запорожской или в Донецкой. А вот город Славянск, о котором знают многие, еще с 2014 года, преснопамятного Гиркина и так далее и тому подобное. Я в Славянске был в 2020 году. Я специально туда поехал, за что меня потом в СБУ под пытками пытались добиться цели моей поездки. И что там можно было в 2020 году набедокурить? Я снимал стрим о Славянске. Я понял. Да, и причем лейтмотивом моего стрима было то, что в Славянске говорят на русском языке. Это первое. А второе, в Славянске, в Краеведческом музее, потрясающий музей, Саша, я вас уверяю, в Киеве такого нет. Он, во-первых, там действительно не маленький, он еще с палеозоя, там, что было на территории Славянска с времен мироздания. Вот все очень, очень грамотно, очень красиво рассказывается. Там потрясающие экскурсоводы.
И в этом музее, в разделе, в зале, где идет речь о Великой Отечественной войне, поместили манекен, по-моему, даже два манекена, да, одетых в форму ОУН-УПА. Второй манекен был одет в форму батальона СС «Нахтигаль», Зольдата. Понимаете? Это наравне с шинелью маршала Малиновского, который освобождал этот город. Войска маршала Малиновского освобождали Славянск. И, честно говоря, директор музея этого, я не буду называть ее имя, она, кстати, попала тоже под допросы СБУ по моему делу. Она просто-таки говорила мне откровенно, что если бы я этого не сделал, я говорю, ну как же так, вы же директор, вы же могли воспрепятствовать этому. Никак не могла. Значит, Министерство культуры Украины в то время грозило нам увольнением, вначале невыплатой зарплат, закрытием музея, ну и так далее, там целый перечень санкций. То есть людей ломали через колено, лишь бы они не считали историю своего города такой, какой она была, а приплели туда какой-то ОУН-УПА, что это Славянск, ОУН-УПА освобождала. Понимаете? И вот эти мерзавцы, прихвостни эти фашистские, Нахтигаль. Поэтому, говоря сегодня о Славянске, город уже стремится к тому, что он находится в полукольце. Я, честно говоря, не ожидал такого рывка со стороны российской армии. Все-таки думал, что вначале примутся за Краматорск. Вот, это одна и та же агломерация, и там находятся практически одни и те же в подчинении ВСУ подразделения. Причем элитные подразделения. А Краматорск взяли все-таки такое на закусон, будем так говорить мягко, лишь только потому, что там очень мощные укрепрайоны. Туда лили бетон украинцы 8 лет. Ну, там и было куда лить. Там огромное было предприятие, куда лить. там промзона это большая. Да. промышленный большой комплекс. Ну, я скажу так, на уровне мариупольских предприятий, Азовстали, вот приблизительно такая картина там. Поэтому Славянск сегодня уже берут в полукольцо и пытаются российские войска блокировать всю логистику. То есть я опять обращаюсь к украинским гражданам, находящихся в Славянске. Если есть возможность, уходите оттуда, потому что будут неприятные события. Городские бои – это для гражданских лиц смертельно опасно. Помните, было такое выражение, со Славянска все началось, на Славянске все и закончится. Есть такое ощущение? Да, да, да. Я не думаю, что оно закончится на Славянске, потому как многие эксперты российские высокого ранга, я имею в виду, например, такого человека, как Сергей Караганов. Вот. Так вот, они говорят, что Киев отдавать Украине нельзя. Он уже не просто превращен в помойку, он осквернен. Вот все, что было, да, в Киеве святого, нынешняя власть настолько осквернила, обплевала, в прямом смысле этого слова, что Киев нельзя отдавать. И я думаю, что когда речь идет с их уст о правобережной Украине, не правом берегу Киева и не левом берегу Киева, а когда речь идет о левобережной Украине, то я думаю, что со временем, а война продолжается, конца ей пока не видно, встанет вопрос и о правобережной Украине в некоторых местах. Ну, посмотрим. Я не берусь, так сказать, говорить откровенно на эту тему, потому что не люблю прогнозы в этих. То же самое стоит очень острый вопрос юга Украины. Вот. Почему
юга Украины. Ну, понятное дело, как я и раньше тоже говорил и предполагал, что Российская Федерация хочет все-таки полностью отрезать Украину от воды, потому что это является на сегодняшний день одним из основных источников пополнения всех запасов и вооружения, и продовольствия. С Дунаем более-менее уже решили, потому как инфраструктура портов Измаила и других городов, находящихся на Дунае, тоже были своего рода в свое время оружейные хабы, практически сведена к нулю. Немаловажно упомянуть, кстати, в этой связи и то, что Украина сегодня ищет другие пути воспроизведения упущенного, то, о чем мы говорили в самом начале. Так, например, под Мюнхеном открыто новое военное предприятие с помощью немцев по производству дронов. Мощность этого завода 10 тысяч дронов в год. Скажу честно, это кот наплакал. Но, тем не менее, Германия продемонстрировала свою поддержку Украине. И, во всяком случае, министр обороны Борис Писториус говорит о том, что мощности они будут наращивать. Но другой вопрос я задаю, скажем, военспецам. А как вы собираетесь из Баварии на Украину их сюда доставлять? Ну, понятное дело, ухищрения есть всевозможные. Можно фурами обычными гражданскими, пароходами, теплоходами. Но это все легко засветить. Разведка российская работает справно. Космическая разведка в том числе. А своим ходом дроны не летают из Баварии на Украину. А тем более туда, в российское приграничье. То есть это тоже своего рода проблема украинская, которая может закончиться плачевно. Плачевно. И, скажем так, я полагаю, что Россия будет нацелена, ее удары будут нацелены и на логистику украинскую, в том числе и железнодорожный транспорт. То есть, если мы сегодня видим, что энергетика практически полностью уничтожена и продолжает уничтожаться, то вскоре россияне примутся и за логистику. То есть, будут уничтожать те самые узловые железнодорожные станции, по которым может переправляться военные грузы из той же Баварии. Вот. Очень интересно, что ровно об этом же Зеленский на своем выступлении говорил сегодня в Мюнхене. Ну, это речь, да, там речь, потом панель. Он показывал карты, как россияне бьют массированные, бьют дронами, ракетами. Говорит, 90% дронов сбиваем. И как бы в укор, ну, понятно, что такая ситуация, массированный удар, а у нас нет ракет ПВО, или они, например, пришли в воскресенье, а в четверг их уже нет, говорит Зеленский. День-два, и мы в последний момент, в общем, пытаемся... Короче, дефицит ПВО, дефицит, собственно, всего. Но Зеленский, да, как бы вот демонстрирует, что не сдаемся, воюем, идем, как говорится, дальше. Нет ни одной электростанции, которая не была повреждена. Дроны, в общем, сбивает. Ну, что тут сказать. Выступление направлено именно конкретно на военную составляющую. Что имеется в виду? Дайте больше. Дайте оружие, дайте денег. Дайте больше, дайте больше. Да. Зеленский не собирается останавливаться. Зеленский не собирается принимать сделку, как того не просит Трамп. Вы очень так общо высказались о фронте, но я должен сфокусироваться на одном очень важном аспекте. Это контрнаступление вооруженных сил Украины. Некоторые говорят, 3 села там чего-то удалось зайти, отбить. Некоторые говорят больше, но все и украинские, и там, российские, нейтральные тоже говорят, что потери высокие.
потери. Причем бросают ровно для вот этих вот побед, которые должны в том или ином виде. Мы это видели по вот этим добропольским заячьим ушкам. Помните? Был период. Тоже вот все же повторяется. Мы уже как собака Павлова, вот ей-богу, да, вот. Так, международные какие-то, или там активизация переговоров, международная история. Раз у нас ушки, и мы их героически срезаем, и, значит, помните, Сырский тогда считал квадратные километры. Причем такие умопомрачительные освобожденных территорий называл. А все они были вот там, где продвинулись россияне, а потом там была борьба. И вот нечто подобное перед каждым международным симпозиумом, да, вот это вот проявляется. Как вы оцениваете возможности продолжать так дальше войну? Всем становится очевидно, что людской ресурс выгорает, вооружения выгорают, денег нет. Нет, ну, конечно, там выделяют 38 миллиардов, хорошо, и 90 выделили, вообще отлично. Но физически нет чем воевать. А Зеленский продолжает. Ну, это же какая-то самоубийственная история. Смотрите, Александр, вы упомянули контрнаступление. Да. Это выражение стратегическое. То есть я бы не стал его употреблять. Это просто ошибочно употребляется в СМИ. Здесь, скорее всего, речь идет о контратаках. А контратака – это вещь тактическая. То есть одно подразделение заняло опорный пункт, а другое пыталось, которое вытеснено из этого опорного пункта, да, украинское, оно пытается его вернуть, потому как далее укреплений нет. Вот в чем дело. И это, кстати, сегодня очень показывает четко вопрос в Краматорско-славянской агломерации. Если эти два города будут взяты, далее укреплений нет. Вот в чем дело. Поэтому это контратаки. Они носят ситуативный характер и не влияют абсолютно, никак не влияют на положение вещей на фронте. В стратегическом плане, значит, украинские вооруженные силы никак не могут противостоять тем вооруженным силам России, которые сегодня находятся на линии разграничения. Ну что вы, ну посмотрите, опять же, дроны дронами, но как какие-то элементы наступления, а это в первую очередь артиллерия, реактивная артиллерия, минометная артиллерия, гаубичная артиллерия, она Украиной не используется. Во-первых, грады все выбиты, советские, которые были. Хаймерсы – дорогая штука, и тоже выбиваются Российской Федерацией. А вот Россия, по последним данным, да, к Краматорску стягивает очень крупные артиллерийские силы, в частности, дальнобойные орудия «Малка» калибра 203 миллиметров, которые бьют на 50 километров. Там один снаряд только весит 105 килограмм. Вот. И эти орудия как раз будут разбивать для начала вот эти бетонные сооружения, которые там соорудили украинцы за период с 2014 года. Ну и я не исключаю, и даже не просто не исключаю, это я могу засвидетельствовать, что Российская Федерация, российские ВКС уже применяют на сегодняшний день в этом регионе ФАБы. ФАБ-500 и ФАБ-3000, в зависимости от количества укреплений и какого характера они, насколько углублены в землю. Поэтому дроны дронами, да, но положение вещей для ВСУ, несмотря на эти контратаки, да, которые существуют, ну, не играют абсолютно никакого существенного изменения положения войск украинских на линии разграничения. Никак не влияют. А то, что Сырский ввел такую просто пагубную тактику, воевать по принципу лоскутного одеяла, то есть вырывает лоскут с одного участка фронта, штопает дыру на другом участке фронта, оголяя тот. И это приводит к тому, что и образуется вокруг Славянска вот это полукольцо. Перебрасывание подразделений, это просто вошло уже в практику. Нет стабильной линии фронта украинского. Нет. Нет людей.
Вот это главная причина. Поэтому сегодня Зеленский подписал, ну, сегодня я говорю образно, указ о том, что желающие дедушки за 60, Да. да, могут идти воевать. Обеспечим просто-таки по уши всем необходимым. Вот. Так ли это? Я сомневаюсь. Бедные дедушки, те, кто еще в здравом уме, вот, и получающие какие-нибудь там 5 тысяч, 7 тысяч пенсий, лучше будут сидеть у себя дома, у теплой печки, в хате, чем Нет, ну, глядя в телевизор, как смотрите. избивают Де- украинских граждан. Не-не-не, подождите. Дедушки тоже Да-да-да, разные жду, бывают. жду, жду. Разные бывают дедушки. Он в Днепре выскочил, дедушка, в красном комбинезоне с монтировкой и разогнал молодых людоловов. Это, конечно, Людоловов, да. все, конечно, в шоке. Причем нам рассказывают там, это искусственный интеллект, это там какие-то, это все неправда. Он, пожалуйста, вот вам дедушка конкретный, с Не, конкретной я вам скажу монтировкой. больше, Саша. Дедушки есть такие, которые даже согласятся служить. Ну, те, кто, скажем, более западнее живет. Они захотят, да, действительно, вот им какие-то препоны у них были, да, на законном основании влиться в ряды ВСУ. Но те, кто исповедует идеи бандеризма, вот, те с удовольствием пойдут служить. И те, кому 60, и даже тем, кому 70, уверяю вас. Там есть крепкие деды. Но это не решит проблему. Вот что самое главное. Проблему мобилизации или там проблему набора в вооруженные силы на добровольной основе это не решит. Потому как для этого нужны большие мобилизационные резервы, а их нет уже. На 4-й год войны, вот скоро будем отмечать 4 года, этих резервов нет. Юрий Анатольевич, я бы хотел, чтобы вы прокомментировали там 3 буквально момента из сегодняшней речи Зеленского. Ну и потом мы финализировали это все, вышли на переговоры. Значит, момент первый. Давайте сухо по-военному. Ну, он, во-первых, говорит, Европейский фронт мы держим. А во-вторых, он дает вот такой очень, ну, вот такой счет, да, военный счет. За каждый километр на Донбассе Россия отдает 156 солдат. Ну и, соответственно, да, вот эта математика, он ее раньше называл, о том, что 800 тысяч томагавки давайте. То есть 800 тысяч потерь россиян будет, если они силой заберут Донбасс. Давайте томагавки, украинская армия самая сильная в Европе, держать ее вне НАТО просто неразумно. Что это вот за посылы такие, понимаете? То есть опять получается Украину продают только жестче. Зеленскому важно ввести контингент НАТО на Украину. Вот давайте будем, как говорится, по-военному. Да? Угу. Вот эти все переговоры, разговоры, речи его, да, это все шум, это шелест листьев осенних, понимаете? Вот когда вот эта коалиция МММ, как ее сейчас называют в шутку, Макрон, Мерц и это Мелони, да, развалилась, для Зеленского это было шоком. Потому что именно на них он и рассчитывал. Мерц и Мелони сейчас в таком жарком поцелуе остались при своем мнении, что им там нечего делать на Украине, а лучше помогать Украине извне. А Макрон с Сармером, ну, те пока еще, да, те еще блеют о каком-то контингенте. Он, кстати, вопрос этот не умер. Он так то появляется, то исчезает, то снова появляется. В зависимости от того, в какой период времени нужно насолить Москве. Поэтому Зеленский просто-таки вожделеет иностранные войска на территории Украины. Потому как мы уже с вами говорим час и говорим об одном и том же, что нет никаких резервов у Украины. Воевать нечем, в прямом смысле слова. Бери любую сферу, нечем воевать.
А вот Европа, как он считает, должна сдержать свое слово. И он часто очень упоминает это выражение, что, оскорбляя, кстати, многих европейских лидеров, что вы много Ну, говорите, ни черта не делаете. ну, смотрите, он еще оскорбляет Орбана. Да, да. Говорит, это же филигранно, да, его выпад, вот этот про живот, да, это же Орбан должен перестать думать, как отрастить себе живот. Он должен думать, как наращивать армию. Да, это не первое оскорбление, кстати, Орбана. И этим самым, кстати, Зеленский и навлекает на Украину очередные беды, потому как Венгрия просто-таки яро, невзирая, так сказать, на какую-то важность или малозначительность вопроса, касающегося Украины и поднимаемого на различных совещаниях в ЕС или в НАТО, просто-таки вот держит красную кнопку, не отрывая руки, блокируя все решения по Украине. А это как раз и есть та законодательная вещь, где в НАТО и в Евросоюзе голосуют стопроцентно по тому или иному вопросу. Там нет никаких компромиссов по этому поводу. Воздерживаний не должно быть также. Либо за, либо против. И на этом Венгрия, скажем так, хорошо отыгрывается на Украине. Орбан очень человек воспитанный, сдержанный. Он уже пару раз ответил Зеленскому, что от того, что ты меня оскорбляешь, венгерский народ, особенно этнические венгры на Украине, граждане Украины, не воспалают к тебе любовью. Ты можешь хоть, я не знаю, на жидкость желтого цвета и зайти, но ты цели своей не добьешься. А у венгерского народа поддержка Орбана, он сейчас, я думаю, будет вновь стремиться занять пост премьер-министра, в Венгрии грядут выборы. Вот. И я думаю, что венгерский народ его вновь изберет. Это не значит, что там нет демократии, что в Венгрии это тоталитарное государство, как говорят, например, об этом о России или о Китае американцы. Но венгры верят Орбану. Они верят в то, что он делает правильно. Потому что электроэнергия сегодня в Венгрии в 3 раза дешевле, чем в Германии или Франции. А в Украине обещают по 22 гривни за киловатт-час. Вот. Я об этом же. Да. На секундочку. И еще один нюанс вот по поводу живота Орбана, понятно. Понятно, что он говорит, мы готовы подписывать мир, ну такой настоящий мир. Но он опять, это тоже ведь признак того, к чему все движется. Мы с вами, понимаете, вот в этом, ну это же явное, мы это уже видели. Когда он и матом Путина посылал, помните? Да, и вот это все видели. И вот он говорит, что, цитата, «Путин не живет, как обычные люди. Он не может представить себе жизнь без власти или после власти. Обычные вещи его не интересуют. Путин больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной по поводу территориальных завоеваний, чем с любым живым человеком о реальной жизни». Прокомментируйте этот выпад, потому что, знаете, чем дальше... Слушай, ну что тут комментировать? Нет, ну чем дальше, тем кажется, что... Сумасбродный идиот, который пытается театральными методами, да, вот этими пассажами паяца добиться какого-то звучания в мире. Но, опять же, он все это делает в угоду Западу. Вот дайте мне денег, я вам потом буду гнать на Путина матом, не матом, неважно. Вы будете видеть это все, это представление вы будете видеть. Вот. Я поддержу любые ваши антироссийские устремления, причем на своем уровне, на уровне КВН. Но то, например, как, скажем, Мировой банк говорит о Путине, Мировой банк, подчеркиваю, что при президентстве Владимира Путина Россия заняла первое место в Европе по паритету покупательной способности. Украина добилась при Зеленском хоть каких-то результатов в экономике?
Вот давайте элементарные вещи, о элементарных вещах говорить. Да, в России не все гладко. Да ни в одной стране мира, я считаю, не все гладко. Есть свои трудности, есть свои проблемы. Но то, как их решает государство, в частности, я не беру Россию, а вообще любое государство, и есть тем знаменателем в конечном итоге и тем итогом, по которому работает руководство страны. Результат нужен. Когда на Украине нет результата, нет бомбоубежищ, простите меня, то о чем ты будешь говорить там, гнать на Путина? У Ну, России есть тут же, понимаете, бомбоубежище. тут же есть еще такой момент. Тут отсылка к истории, Юрий Анатольевич. Ну, как историк. Вы же видите, Да, что да, да. тут отсылка к истории. Получается, очень так... Ну, вот говорит Зеленский на этом своем выступлении, что мы, конечно, надеемся, что трехсторонние встречи на следующей неделе будут серьезными, содержательными, но, честно говоря, то есть мы перечеркиваем все, что было сказано до этого, полезными для всех будут. Да, складывается впечатление, что стороны говорят на совершенно разных вещах. Так вот же оно, вот оно, вот оно. Стороны говорят о разных вещах. Чтобы заглянуть Ну, немножко в следующую неделю, чего ждете от этих встреч? Мединский возвращается. да, Дмитриев да, тоже едет. да. Женева почему-то. Женева. Давно не было Женевы. Давно не было, да. О Но чем вообще еще? Женева и в годы Второй мировой войны тоже рассматривалась всеми сторонами конфликта Второй мировой войны как такой основной пункт переговорного процесса. В Швейцарии немцы вели сепаратные переговоры с Ален Даллесом. От Германии вел их генерал Вольф, один из ближайших соратников Гиммлера. Они пытались все-таки найти контакт с Западом, чтобы не допустить продвижения большевизма вглубь Европы, и в частности в Германию. Пусть мы, говорит, будем под американской пятой, да, но только без сталинских войск на территории Европы. Поэтому я говорю, что выбрали Женеву как пункт, скажем так, нейтральности. Но она же не нейтральна. Это было Потому что, куча заявлений с российской стороны, что Швейцария перестала быть нейтральной. Она не, стала ну участником. это понятно, но все-таки, еще раз говорю, об этом говорят, да, российские политики, но тем не менее это тот пункт, где представители Украины могут туда заезжать, скажем, не мотивируя тем, что президент ОАЭ Нахаян является близким другом Путина. Вот об этом они тоже говорят на Украине, что нам неудобно, значит, там вести переговоры, потому что это территория пророссийская, Мгм. Эмираты. А Женева это все-таки и для россиян более удобное место, и для украинцев. Кстати, это трехсторонняя встреча, американцы тоже там будут. Вот. Почему на сегодняшний день рассматривает Россия Соединенные Штаты как посредника, я этого не понимаю. Я буду говорить об этом каждый раз, когда будет звучать выражение «Соединенные Штаты – посредник в решении конфликта между Россией и Украиной». Соединенные Штаты сегодня и оружием снабжают Украину через Европу, и разведданными, и связью, и чем только можно. Поэтому это далеко не посредник. И я категорически с этим не согласен. Возвращение Владимира Мединского, Владимира Ростиславовича, да, это для Украины сюрприз. Почему? Потому что они все-таки думали, что российская делегация будет прежней, такой, как она была в Абу-Даби. Так а как она могла быть такой после того, как стреляли в зама Костюкова, Алексеева? Ну, разве в Костюкова только стреляли? Ну, разве только в Костюкова? А что, другие генералы, которые были убиты, они что, не являются, значит, высшим руководством вооруженных сил Украины? Дело не в этом. Дело в том, что все-таки
Путин дал распоряжение к своему помощнику, а он является помощником президента, господину Мединскому, очередной карт-бланш для того, чтобы указать место Украины в этом конфликте, что ни о каких условиях со стороны Киева речи быть не может. И мы еще об этом услышим, кстати. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Будьте мудрыми, дорогие наши зрители, и комментируйте в телеграм-каналах Александра и моем телеграм-канале. Всего доброго. Да, ссылка в описании, поэтому переходите и подписывайтесь на Юрия Анатольевича. Всем добра и света. Увидимся.